Вкусняшки ее? Для тренировки? Я уже 3-й день пытаюсь снять влог. У меня никак не получается. Потому что я забываю, отвлекаюсь, потом вспоминаю уже поздно, часть засниму, потом забываю. В общем, что-то у меня никак не склеивается. То, что я наснимала за эти дни, придется соединить все это в один влог. Сегодня постараюсь доснимать влог и выложить его завтра. Непродуктивная я в эти выходные вообще никак. Еще погода такая давит, туман каждый день. За окном мрачно, тускло, и совсем настроения нет. Погода очень сильно на меня влияет, если честно. Поэтому, конечно, Швейцария — это не моя страна, не мой климат. Мне хотелось бы где-нибудь жить, там, где тепло, где солнышко. А такая погода на меня давит очень сильно. Девчонки уехали на работу, у нас еще неделя каникул. Я говорю Каролине, нужно тебе идти на дрессировщика собак учиться. У нас тут, кстати, очень много школ для собак. Чтобы собаку отдать в школу на обучение, это недешево. Ну, не знаю, ну точно недешево. Не знаю, сколько конкретно, но точно недешево. Я даю команду Бонни, она меня не хочет слушать. А вот Каролина, она слушается. Ты теперь для нее хозяйка, все. Она ее хочет научить кувыркаться. Делать кувырок. А Бонни не очень нравится. Она только на бочок ложится, а вот именно кувыркаться ей не нравится. Она ее хочет научить, чтобы она кувыркалась. Она рычит, ей не нравится. И у Каролины хватает терпения обучать ее. Она целый день может ее тренировать. Только Бонька потом уже, когда наестся, она не хочет выполнять трюки, да? Когда она уже сытая. Когда голодная, то да. А ап? Она делает ап? О. У тебя талант, Каролина. Просыпается талант дрессировки. Дрессировщик. Как и просили, я открыла Telegram. В общем, пока я сюда еще ничего не загружала, оставлю я ссылку в описании. Поэтому вы пока подписывайтесь, и потом уже начну что-нибудь загружать. Подарили мне недавно вот такую вот красоту. Очень люблю я орхидею. Но почему-то долго она у меня не цветет. Не знаю, я вот ее поставила возле окошка. Тут у меня отросточки от другой орхидеи. Получится их вырастить или нет, не знаю. Пока вот вроде новый листочек вот появился. Вот, и поставила возле окошка. Знаю, что они очень любят свет. Здесь еще бутончики будут раскрываться. Здесь бутончики. Надеюсь, что она у меня долго простоит, процветет и будет радовать меня своей красотой. Очень люблю орхидеи. Красота. Как раз здесь не прямые солнечные лучи, но все-таки возле окна светло. Хлебушек еще горячий, но мы ждать уже не можем, поэтому я его все равно нарезала, он даже пар идет. Все хотят есть, поэтому будем есть горячий хлеб. Так, садимся, мальчики и девочки. Макс, двигайся. Место дай мне, пожалуйста. Вот компьютеры убери, зачем они там лежат. Я себе сейчас чаек налью. Каролина, ты будешь чай? Наливай. Ложечки и сахар взяли? Для сахара? Зачем тарелку Маргарите поставили, ее нет? Приятного всем аппетита. Косичку потом заплету. Чаек. Где мой стаканчик? Горячий чай. Каролина, тебе придется разбавить чай. А вы в теннис пойдете играть? Ты к подружке пойдешь? Играть, а с ночевкой когда ты к ней пойдешь? Так, телефон. Телефон за столом нельзя. Папа всех ругает, а сам в телефоне сидит за столом. Так, мы приехали за Ксюней, а у нас дождик поливает. Вместо снега. Все хорошо? Работаешь хорошо? Сегодня у него был этот, как называется? Сицун. Да, просто гешпрех. Гешпрех. Разговаривали про Семестр пошел один. про первый семестр, который закончился. Все нормально? Ну, молодец. Zonder zu verschlechtern. Ja, Fühlen wir das recht oder ist ein bisschen besser so? ja, Eigentlich besser. so. Wie ist denn der Unterschied von der Schwärze für die Ringe? Кстати, Маргарита купила вот эти вот перчатки.
на деньги, которые Ксюша тебе подарила. Ты все потратила? Весь гучайн или что-то осталось? Нет, там осталось еще. Осталось? Вот такие вот перчаточки кожаные. Сейчас первый раз она их будет тестировать. Холодно или не холодно. Тут прям про резину все так хорошо. Защита. И вот это вот косточки защищать. Так, по поводу Ксюши, что ей сказали. Я была, конечно, немножко в шоке. В общем, один глаз у нее, правый глаз у нее видит 70%, левый глаз у нее видит 30%. Я не знала, что она так плохо видит. Еще, по-моему, когда она 9 класс заканчивала, она говорила, что плохо видит, и учитель ее всегда садит далеко, и она ничего не видит на доске, то, что написано. Оказывается, вот такое вот у нее зрение. Ну, конечно же, ей сказали, что нужны очки. Нужно будет поехать очки заказать ей. Близко она нормально видит, когда работает за компьютером. Когда у нее школа, и там часто написано что-то на доске, она дальше метра, уже все. Ничего не может прочитать, ничего не видит. По улице вообще ходит, она говорит, я хожу, я лица вообще не вижу. Просто вижу, что люди мимо меня проходят, а кто там проходит. Даже если я с Маргаритой стою вместе, дальше, чем 1 метр, она не определит, кто это, я или Маргарита. А вот настолько вот она, оказывается, плохо видит. Будем заказывать, конечно же, очки. Потом, может быть, еще линзы она себе закажет, но в приоритете очки. Дома, например, в принципе, может быть, она и не будет их использовать, а именно когда она учится, то, конечно, они ей нужны. Позвонить нужно в оптику, записаться и прийти делать очки. Нужно будет записаться, наверное, на следующую неделю. Ты хорошо видишь в школе? Все, что на доске написано. Ты далеко сидишь от доски? Все видишь? Хорошо. Всем прям сегодня хочется готовить. Маргарита поехала в магазин купить продукты. Хочет она браунис сделать, ягодный какой-то, не знаю. Хотела на вопрос ответить, часто задаваемый. Сколько языков мы знаем, на каких языках мы говорим, думаем, спим, сны видим. В семье мы говорим на 3 языках. Там уже кому как удобно. На русском, на испанском и на немецком. На русском я только с детьми разговариваю. Лео на русском не говорит. Он немножко понимает, конечно, за столько лет слышать этот язык, он плюс-минус иногда понимает некоторые. Если слышит знакомые слова, он может догадаться, о чем мы говорим. А так он не разговаривает на этом языке. Ему сложно очень, ему сложно произносить слова. Пробовал он изучать, но не получается произносить вот это вот наши все шипящие. Поэтому он это дело забросил. Ты понимаешь русский? Нет. Почему? Ты не учишь русский? Как сказать? Porque está muy difícil. Los S, S, Shu, 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 no puedo decirlos. No nací con esas letras. Muy complicado. Короче, он сказал, что ему сложно произносить наши шипящие звуки. А у нас очень часто они встречаются. Me gustaría mucho, pero está muy difícil. Pero entiendo, cuidado con lo que hablan, porque yo entiendo. Оливковое масло. 100% натуральное. Это Лео подарили на работе. Прям вот выжатое, вот без всяких там, не знаю, обработок. Домашнее оливковое масло. Я, конечно же, для того, чтобы с Лео общаться, выучила испанский язык. Это намного проще, это несложный язык, поэтому легче было выучить мне его язык, чем ему мой язык. Наверное, где-то через год более-менее я начала общаться, как-то выражать свои мысли на испанском. А учила я сама. Я курсы не заканчивала никакие, только в интернете искала правила, как разговаривать, грамматику. Сузмию. No, está frito. Sí. Авокадо también puedes comer. Также я общалась с Лео. Получается, мы сначала переписывались через переводчика. Я каждый день видела фразы одни и те же. Я зрительно запоминала. Каждый раз мы общались, переписывались. Поэтому я, конечно, одни и те же фразы я переводила. Он писал, я читала, переводила. И потом у меня просто это все было на автомате. Я уже, когда видела, что он мне пишет, я уже понимала, что это такое. Потому что, ну, в принципе, там, привет, как дела? Вот это все было каждый день. Что еще мне помогло? Я смотрела фильмы. Смотрела сериалы всякие разные. И плюс, когда я сюда в гости приезжала, я слышала только испанский язык с его родственниками. Он мне говорил только на испанском, все его родные. В общем, в моем окружении был только один язык. Я не сказала бы, что я идеально на испанском говорю. Когда мы едем в Испанию, я себя там комфортно чувствую, поэтому мне и нравится туда ехать, потому что, можно так сказать, я там как дома. Но... Например, немецкий язык мне не дается так легко, как испанский. Немецкий язык я не знаю. Немецкий, я его знаю на таком уровне, что я могу понять человека. Ответить и поддержать диалог я не могу, к сожалению. Вы уже заметили, что я хожу в кино.
Фильмы я смотрю немецкие. Процентов где-то 80 я понимаю, что говорят в фильме. Где-то, если что-то я не пойму, я, конечно же, спрашиваю либо там у Лео, либо Маргариты, смотря с кем я иду. Есть, конечно, моменты, которые мне непонятны. Я здесь уже живу сколько? 13 лет будет в этом году. С немецким я так и не подружилась. Это, не мой язык абсолютно. Он меня никак не привлекает, он мне не нравится, как он звучит. Я себя вот психологически не могу настроить на этот язык. Вот. Но так как я не работаю, в принципе, одна никуда не хожу, поэтому я, конечно же, особо его и не учу, если честно. Я не хочу здесь прожить всю свою жизнь. Для меня это очень сложный язык. Наверное, такой же сложный, как для Лео русский. А в основном, конечно, у меня русский язык. Я думаю на русском. Я с детьми говорю только на русском. Иногда у меня выскакивают испанские слова, но 90% я разговариваю на русском. А по поводу детей, дети говорят вразброс. Макс всегда со мной на русском только разговаривает. Каролина со мной говорит только на испанском. На русском редко. Я не знаю. Почему ты говоришь со мной только на испанском? Ей тоже сложновато произносить русские слова, и она со мной практически говорит на русском. Практически со мной всегда на испанском говорит. Между собой младшие на испанском говорят, старшие говорят только на немецком. Вот вчера мы сидели за столом, девчонки между собой на немецком говорили, только на немецком. Если это как-то касается меня, то говорят они на русском. Если меня это не касается, это 100% немецкий язык везде прям. Вот. А с Лео они тоже разговаривают вперемешку, где испанский, где немецкий. Но у старших в приоритете немецкий язык. Вот. Мы как-то адаптировались за столько лет друг к другу. Уже знаем, с кем лучше на каком языке говорить. Да, еще спрашивали, есть ли у нас фильмы на русском языке, там с субтитрами, может быть, русскими. Нет, такого нет. Иногда у нас показывают русские фильмы. Например, мы ходили давно, еще «Елки 5», по-моему, или «Елки 4» были. Знаю, что еще был в кино «Чебурашка», первая часть. Не ходили мы на «Чебурашку». Показывают фильмы на английском, либо на немецком. Ксюша меня приглашает в кино в феврале на триллер. Она на другие фильмы и не ходит. Она либо ужастик смотрит, либо триллер какой-нибудь. «Крик», по-моему, называется. Я не очень люблю такое смотреть. Мне больше нравятся комедии какие-нибудь, из фантастики тоже. А так вообще я либо мультики, либо комедии, какие-нибудь семейные фильмы. Про сны тоже спрашивали, на каком языке мне сны снятся. Мне только на русском сны снятся. Я на другом языке не разговариваю во сне. Лео мне приснится, я на испанском говорю во сне. Кстати, Каролина частенько говорит во сне. И бывает, она говорит на русском, я слышала. Бывает, на немецком говорит. И на испанском. На всех 3 языках ты сны видишь. Не все, конечно, понятно, но если я различаю, то это разные языки. Сколько у них языков? Русский, испанский, немецкий. Плюс у них еще 2 немецких. Это швейцарский немецкий и как базовый немецкий, на котором они в Германии говорят, везде, в общем. Английский и французский. 6 языков. Французский он такой, они в школе изучают, но не настолько хорошо, чтобы прям вот общаться на нем хорошо. Если, допустим, они поедут во Францию, в принципе, они поймут, смогут сказать что-то, какие-то фразы и поймут человека, который с ними разговаривает. Вот. Но так как у них здесь практики нет, на французском они здесь нигде не говорят, поэтому он не так хорошо развит. Маргарита, например, в больнице, когда работала, очень часто пациенты бывают, которые не говорят на немецком, это либо говорят на русском, либо на испанском. И вот она постоянно там переводила, как переводчик работала тоже. Даже Бонни у нас понимает 2 языка. Русский и испанский. Иди ко мне. Она понимает, когда Лео с ней разговаривает, понимает, когда я с ней разговариваю. В общем, даже она адаптировалась к нашим языкам. Старшим, конечно, проще на немецком говорить. У них на первом месте это немецкий. Машинку, кстати, мы отремонтировали. Оказывается, там, мы, в принципе, так и думали. 4 амортизатора, которые держат этот барабан. Амортизаторы, я их так назвала. Не знаю, может, они так и не называются. Мы их заменили, 4 штуки. Лео сам заменил. У него там знакомые работают на фабрике по изготовлению стиральных машинок. И, в общем, он попросил, ему дали. Вчера целый день он провозился с этой машинкой, пока раскрутили, разобрали, вытащили эти амортизаторы старые. Иди, давай, доставай все продукты. Ты же умеешь. Чуть. Давай, иди сама готовь. Прям все сама будешь делать. Как получится, так получится. Одни пекари в семье собрали. Все пекут. Ты сначала достань все продукты, выложи их на стол, все по списку. Сейчас еще одна придет, будет печь.
Лучше ужин приготовьте, а то вы все десерты, так и растолстеть можно. Надо сначала все лишнее убрать, Каролина, чтобы тебе ничего не мешало. Так, Butter. Wir haben eine Butter. Все лишнее убираем. Мандаринку достаем и едим. Я мандаринку съем. Спрашивали совет, как быстро выучить язык. Первое, что хочу посоветовать, это слушать, например, музыку на этом языке, смотреть фильмы на этом языке, можно с субтитрами, сериалы какие-нибудь, чтобы у вас всегда на слуху был... Ну, ты почитай. Это Kochmodell. Вот. А ты что сейчас будешь делать? Kochmodell. Вот и все. Все очень понятно, Каролин. Просто самое главное прочитай. Чтобы у вас на слуху постоянно был этот язык, который вы учите. Конечно же, можно грамматику посмотреть, изучить самую базовую грамматику. Я вообще, можно так сказать, с детства слушала песни на испанском. Мне уже изначально с детства нравился испанский язык. И даже не подозревала, что я когда-то в жизни буду понимать и говорить на этом языке. Это 1 пакетик ваниль-цукор. 1 пакетик. Одна знает немецкий, она ко мне подходит, у меня спрашивает. Я раньше слушала песни на испанском языке и очень хотела понимать, о чем они поют. И вот в итоге вот так вот получилось. Это «Те Löffel, Каролина». «Tú sabes alemán yo». Еще я слышала тоже рабочий вариант. Это читать и переводить. Могу сказать только одно, что испанский язык, он очень легкий. Легко учится, очень легко произносится, читается. Например, не как в немецком языке. Да, бубочка моя? Да. Шоколадка. Все, пока. Тесто у нее уже готово. Теперь она раскладывает формочки и сейчас будет заливать. Формочки нужно будет тебе взять ложку и до половинки закладывать, потому что они еще поднимутся. У нее тут есть книжка с рецептами. Еще Маргарита с Ксюшей книжка. Они по ней тоже готовили. Теперь Каролина готовит. Такие вот маффины. Только она делает без малинки и без глазури, да, будешь делать просто с шоколадом? Сколько у тебя штучек? Тут написано по рецепту написано 12 штук. Посмотрим, сколько получится. Я думала, у тебя будет какой-то специальный рецепт, а она, оказывается, купила вот такую коробку. И там уже смесь. Дешевле получается? Конечно. Ну, короче, в общем, тут уже смесь мука, какао и бакпульвер, да, я так понимаю. Нужно просто добавить молоко, яйца и масло. Вот. Так что рецепт я не смогу сказать какой. И потом она еще добавит вот такие вот кусочки шоколада и малинку, да? А малинку как будешь добавлять? Свежую? Нет, замороженная. Замороженная. Не было свежей. Вот сказала бы, я бы купила, потому что там было в Лидле мы были, там была свежая малина. Ну, здесь написано малина. Да, я знаю, но мы не купили. У Каролины тоже маффины с малинкой, вот такие вот у нее получились. Такие вот. Вот этот вот совсем пышненький. Ты сюда побольше теста налила. Тут шоколад. Теперь она делает глазурь, и глазурь будет посыпать шоколадом тоже еще сверху. Я специально купила Kochbutter, чтобы вы готовили, потому что это не соленое масло, а другое масло для завтраков. На водяной бане можно стопить. Малинка замороженная, там еще она внутри есть, и шоколад сверху. 180 градусов, 25 минут. Молодец. Все сама делала. Все сама сделала, молодец. Все перемешала, смешала. Ксюш, там орешки и финики. Все перемешала, это в морозилку опять? Или кто-то хочет сожрать малинку. Каролина научила Бонни новому трюку. Давай. Опа. Надо говорить, умри. Не, ну вот это вот, конечно, ленивая морда, делать ничего не хочет. Ему просто так все дают. А Бонька должна заслужить вкусняшку. Deja que se para bien. Да, хорошо, посади ее, чтобы она сидела. No, rico me gusta. Она рычит, но делает. Что, достали браунис. Сейчас он немножко постоит, остынет. Такая вот красота получилась с малинкой. Ты же знаешь эту песню? Так нужно было на последнюю спеть. Вот это вот My Little Boy. Это
Ты резинки взяла, мадам? Да. Молодец. Вот. Что они тут суховатые у тебя, ну потом можно подбрызгать еще сверху. Ей нужно, чтобы завтра у нее волнистые волосы были. Завтра она идет на карнавал опять. Костюм покажешь свой? Да, ты же уже была. Она себе сделала костюм сама. А что там показывают? Там просто... Там это вот, знаете, такой белый костюм, когда надевают, когда красят стены, да? Это же это? Так, ты давай, милая моя, это, сиди. Я тебе заплетаю. Белый костюм, когда стены красят, надевают, чтобы не испачкаться. И она раскрасила краской акриловой, просто пятна. Ух ты! Твою мать! Ой, только это нельзя видеть. Он газу дал, что ли? Все. So kleine Zopfli. Такой, как... А тебе же вниз нужно, чтобы тепло было, или там в помещении? В помещении. Ну, в общем, такой пятнистый, как будто ты, я не знаю, красила где-то что-то, забор. Ну да. Забор красила, это, Маргарита. Сзади тоже, ну-ка, Из фильма. А, это из фильма, точно. Paint. Ну, классно. Очки покажи. Очки классные тоже. Чего ты без них пришла? Надевай. Ну, классно. Прикольно. Ну, так, если ты их не снимешь, то просто на голову наденешь, да и все. Да. Фотки потом сделаю.